Здравствуйте, представители знака зодиака Скорпион. Июнь 2024 года. Таро-прогноз, гороскоп, события на пороге. 3 главных события. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой расклад не расскажет о том, что вы сейчас чувствуете, то, что вы переживаете, или о перипетиях вашей жизни. Но я надеюсь искренне, мы с вами проведем приятное время. И вы люди очень интуитивные. А с учетом вхождения Юпитера в знак зодиака Близнецы, которое произойдет уже 27 мая, это у вас будет в 8-м доме, окажется Юпитер, это дом тайн. И помимо всего прочего, какие-то особенные способности к эзотерике, способности чувствовать мир, к миру иррационального, какой-то ваш подход, мои дорогие скорпионы. Вы маги и волшебники, поэтому вот эта тема, по крайней мере, она может для многих из вас быть продолжена, развита. Ну, кто знает, может быть, и вы будете, ну, с учетом ваших таких особенностей, чем-то заниматься подобным. Чуть позже я опубликую планетарный гороскоп на моем сайте именно на июнь месяц. И оставлю ссылку во вкладке «Сообщество» для перехода на мой сайт, чтобы вы могли сверить ваши внутренние планы, расписание ваше с расписаниями звезд, ну, где-то и с раскладами Таро. Поэтому будьте внимательны, смотрите, кому интересно что-то для себя просчитать. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Мы никогда не знаем, откуда мы получим подсказку. Но мы с вами идем дальше. И заявленная тема видео «События на пороге». Вот первые 2 карты. Что же у вас на пороге, мои дорогие скорпионы, в июне месяце? Первые 2 карты. Что спешит вашу жизнь или что нового войдет в вашу жизнь тоже. И вторая карта. А что уйдет или что завершится? Имеется в виду, конечно, может это быть связано с конкретным человеком или какой-то темой по работе. Но это могут быть еще и дела, вопросы, которыми вы прежде занимались, или вы будете этому уделять внимание в июне и сумеете завершить, закрыть какую-то тему, вопрос или то, к чему вы прилагали усилия. И 3 главных события. Что нам подскажут карты? Для вашего знака зодиака что же войдет? Карта дуальности, есть какие-то партнерские отношения, конкретно. Это 2 огня или 2 жезлов. И в этой колоде карт, это колода Таро ангелов или опеки ангелов. И как раз о партнерских отношениях и говорят. Это может быть как ваш партнер по браку или партнер по бизнесу, может быть и так. Или это то лицо, которому вы доверяете. Все же в этой колоде карт нам говорят о том, что у вас намечается прогресс с каким-то человеком. Конечно, у кого-то и в личной жизни, как ни странно, тоже может наметиться какой-то прогресс или появиться в вашей жизни как новое знакомство. Или тот человек, пусть вы его знали, но прежде в каком-то другом контексте шли ваши отношения. А здесь вы начинаете вместе в одном направлении смотреть. Есть какие-то прогрессивные отношения, которым вы будете уделять внимание. Или появляется такой человек, и вы почувствуете совершенно новый приток вдохновения. Ваши взгляды будут разделять. Или то, что вам интересно, будет интересно кому-то еще. Может быть, мои дорогие скорпионы, вы пойдете что-то изучать. Потому что, к примеру, вы понимаете или хотите сменить вид деятельности, или вас заинтересовала какая-то область. И пойдя учиться, вы оказываетесь среди других людей. И это для вас тоже очень прогрессивный момент, потому что как новые связи, новые люди, их новые мысли, они дополняют и вас. И там вы можете познакомиться с таким человеком, с которым будет очень прогрессивное либо сотрудничество, либо просто добрые дружеские отношения. Ну, кто знает, это у нас пока жезлы нам не говорят про любовь, но для кого-то ведь это может начаться с дружбы, а потом перейти во что-то большее. А что же уйдет? Ну, может быть, какой-то человек у вас уходит, или какие-то вопросы, которые вы сумеете решить, кстати, по части ваших детей. Закрыть какую-то
тему, может быть, с изучением, обучением, проплатой за обучение, или ваш ребенок, который достаточно взрослый уже, определится, или вы будете определяться по части личной жизни, как будто вспоминая прошлое или какие-то отношения, которые, может быть, и завязывались, но они не развились или завершились. Или есть какая-то, как может быть, ну, мимолетная встреча, все-таки паж кубков или паж воды. Это не такая крупная карта. И, может быть, уходит то, что вам придавало вдохновение, но каким-то образом дальнейшим прогрессом не является. Может быть, это какая-то тема по части, кстати, вашего заработка, или то, что вы хотели бы осуществить, вы будете причесывать свои планы, пересматривать, что же прогрессивно, а что, ну, может быть, и вызывает приятные эмоции, но по факту нет какого-то конкретного продолжения. То, что вам послужило, может быть, как хорошим настроением, но не имеет под собой какой-то реальной почвы. И наоборот, все то, что способствует прогрессу и надежности, это закрепляется в вашей жизни. 3 главных события. А, видимо, ситуация такова, что у вас сейчас трансформация. И правда, в июне месяце 8-й дом гороскопа. Хотим или нет, трансформация как будто проходит. Может быть, в вашей жизни происходят какие-то, как обстоятельства непреодолимой силы. Все-таки меня смотрят люди из разных стран, когда вам придется принимать важное решение. Вот как на этой карте нам изображен ангел, который, я надеюсь, видно, берет буквально за руку и выводит подальше от места, где башня, которая должна вот-вот быть разрушена. По этой карте очень часто проходит такое значение, как успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И вы можете принимать такое судьбоносное решение или сейчас, или никогда. Или обстановка, так все же старший аркан, и это часто обстоятельства. На вас могут так влиять, что да, действительно, вам нужно какой-то либо итог подводить, либо буквально куда-то отправиться, потому что обстоятельства, опять же, требуют того. По этой карте это освобождение карта, поэтому, что бы ни происходило, видимо, даже самая патовая ситуация, она вас выводит на новый уровень. Мы можем, конечно, горевать или сожалеть о чем-то, безусловно. Мы можем не видеть еще какого-то продолжения. Но, скорее всего, вы, мои дорогие скорпионы, знаете, что прогресса-то нет в каком-то вопросе. Поэтому не думайте долго. Если вокруг вас складывается такая обстановка или обстоятельства, когда нужно быстро принимать решения. Давайте мы немножко раскроем этот 16-й старший аркан. Песочные часы, которые нам показаны на этой карте, напоминают, время идет. Вот по части времени, как будто его терять не нужно. В том направлении это касается любой ситуации, которая не перспективна или то, что не может быть продолжено. Оставьте в целом прошлое прошлому. Все же трансформация. И это накладывает на нас необходимость пересмотреть свои планы. Видимо, придется что-то делать совершенно по-другому. Или в том контексте, как вы прежде не поступали, мои дорогие скорпионы. А может быть, что-то вам так надоело, что вы с удовольствием будете оставлять вот это прошлое или какую-то прежнюю ситуацию, прежние отношения. Может быть, менять работу, направление в вашей деятельности. И для вас как камень, как камень сердца мы говорим, или как груз с плеч, как гора с плеч, есть такое выражение. Облегчение или вот это значение, как освобождение – это на начало, мы спросили события на начало июня, вот что-то подобное, когда вы почувствуете себя свободным человеком. Чем дело кончится? А по рыцарю жезлов это мы уже идем вперед. По рыцарю жезлов проходят 3 момента. Это как новости, получение какой-то информации, быстрые сборы, возможно, когда вам придется собраться, отправиться в какую-то местность, чтобы решать вопрос, или, может быть, это ну, какие-то инстанции, или приезд человека к вам тоже достаточно скорый, и когда мы не можем что-то оставить на потом. Вот именно скорость, информация и когда вот дату какую-то не перенесешь. Тут, правда, с учетом 16-го аркана, видимо, будет
Подобная ситуация у вас на начало июня, и быстро проанализировать, что происходит, каким это образом может откликнуться в моей душе или в обстоятельствах моей жизни, и принимать решение вам придется. Чем же сердце успокоится? Может быть, для того, чтобы выйти из какого-то тупика. Или, с другой стороны, вы можете столкнуться с тем, что, ведь это, опять же, старший аркан, есть то, чего вы не можете изменить. Но единственное, что по этой карте, вы не должны, мои дорогие скорпионы, согласиться на какую-то мутную сделку, к примеру, или на какое-то предложение, которое для вас не перспективно. Может быть, и выглядит что-то очень привлекательно, но быстро проанализировать и себе не добавить проблем, это будет тоже залог успеха. По аркану повешенного могут быть и такие вопросы, которые, знаете, мы, допустим, относим какие-то документы на рассмотрение чиновникам, а потом нам приходится ждать, пока это произойдет, пока подпишутся какие-то бумаги, поставятся печати или пройдут нужные согласования. И тогда, чем сердце успокаивается, с одной стороны, может создаться где-то иллюзия, что какое-то дело либо застопорилось, либо, кстати, успокоилось. Держите в любом случае руку на пульсе. Давайте я карту совет. Какие действия вам нужно предпринять? Опять же, жезлы. И здесь как переориентироваться на что-то новое. Выйти вот как раз из этого тупика или из какой-то, знаете, такой замшелой, затянутой ситуации. Все-таки я бы сказала так. Вы могли чего-то долгое время ожидать. Может быть, вы как раз получите известие, новость, что все, нечего ожидать. У кого-то это может быть сопряжено с личной жизнью. Вот, кстати, мои дорогие скорпионы, когда вы узнаете что-то, может быть, прежнем партнере, и если были какие-то надежды, что мы еще восстановим наши отношения, а здесь вы узнаете, что нет. И вполне вероятно, у вас уже какие-то и новые отношения возникли, или какой-то новый интерес. Может быть, это не сама по себе любовь, а дружба. Но для вас это будет как открытый путь к тому, чтобы оставить прошлое в прошлом, или ту историю, которая тоже не будет иметь продолжение. И тогда выход вот из этого подвешенного состояния. Обратите внимание, если ведь всегда по этой карте от нас требуются совершенно другие какие-то действия. Рассмотреть, в принципе, свою жизнь нам предлагают под другим углом. И действовать, кардинально не так, как или делать что-то кардинально не так, как вы поступали прежде. И в итоге мы переворачиваем эту ситуацию, и наш персонаж уже танцует. Какой-то волшебный танец, когда он счастлив. Вот для вас альтернативным каким-то путем придется решать какой-либо вопрос. И здесь, с учетом старших арканов, повторюсь, у каждого своя сфера жизни. У кого-то это будут дела, работа, бизнес, у кого-то это будет личная жизнь, у кого-то зарабатывание денег. Второе главное событие – это карта харизматичного лидера, но здесь нет действия, здесь есть идея или много идей, но нет пока какой-то конкретики. Да, с одной стороны, это король, и вроде бы сильная позиция, но я не могу сказать, что это, опять же, наверняка какой-то точный план действий, которому следует либо доверять, либо который следует исполнять. Потому что по этой карте нам еще придется что-то корректировать. И здесь может быть как ваша задумка, учиться новому или получить какой-то дополнительный доход, или рассмотреть для себя новую сферу деятельности. Может быть, обстоятельства вас к этому подталкивают. Возможно, это для кого-то из вас связано с переездом или обстоятельствами вашей жизни. И тогда вы пойдете учиться чему-то, потому что вам как раз интересна какая-то тема. Давайте мы уточним, чем дело кончится. Но задумка есть. Планов каких-то громадье, мои дорогие скорпионы, у вас могут быть. И, безусловно, жезлы – это то, что в нас своеобразный азарт может вызывать или интерес. Ну, может быть, и вот, как я сказала, вы пойдете учить что-либо или изучать, правильнее сказать, и будет какое-то новое знакомство. Ну, все же, чем дело кончится?
по королю жезлов, королю огня. Вы знаете, поначалу вы можете пребывать как закрытое пространство. Или была какая-то прежняя история, все же у нас тут трансформация, вы закрываете прежний жизненный этап. И понятно, не всегда это с радостью происходит. Мы можем отгораживаться от мира, когда я ничего не хочу. Или когда я никому не верю. А для вас будет как подарок судьбы. Вы можете встретить человека, если будете открыты миру. Это не значит, что мы сразу строим какие-то грандиозные планы. Чем дело кончится? Тут как раз по девятке жезлов, когда могут проиграться и такие ситуации, когда вы вынуждены себя сохранять. Ведь по девятке жезлов, чем дело кончится, вас ничто не должно застать врасплох. Может быть, как это какое-то предложение, которое вам следует додумать. Банально, если мы говорим по работе, ваш новый план или новая тема. И с учетом самой карты, энергетики карты нам говорят, ты занимайся только тем, что для тебя перспективно, и все просчитай. Или когда тебе угрожает опасность. В остальных случаях сохраняй все то, что ты уже имеешь или достиг. Но если это, чем дело кончится, когда для вас стоит задача как раз выйти из какой-то зоны ограничений, тогда нужно хорошенько подумать, как вам действовать. Потому что есть то, чего мы не можем изменить с учетом вот этой конфигурации. Более того, вы не должны себе навредить в том значении, что держать руку на пульсе, смотреть, что происходит вокруг вас, что говорят люди, оценивать обстановку в целом. Вот если чем дело кончится, оно ведь не заканчивается. Это есть ваше наблюдение. Тогда чем сердце успокоится? Есть какое-то и ожидание. У кого-то из вас это правда могла проиграться или может проиграться. В июне месяце какая-то личная история, когда вы вынуждены, может быть, ожидать или подписания бумаг, или каких-то документов готовности, документов соглашений, или каких-то резолюций, или решения по части вашей личной жизни. Так вот, карта совет. Но вы набираете темп. Даже если будет какая-то пауза, потом будут подвижки, и вы будете видеть, вот с учетом, как у вас здесь выпал рыцарь жезлов, так и паж жезлов, какой-то для себя совершенно новый ориентир. И карта нам тоже, восьмерка жезлов, где-то перекликается со значением рыцарь жезлов, в значении, что время как ускоряется. Была, может быть, и пауза, а вот теперь нужно принимать какое-то решение. Может быть, это получение какой-то новости, которая для вас неожиданна. И вторая какая-то как новость или информация, когда вы вынуждены на что-то реагировать. Вы не можете это оставить на потом. С другой стороны, это развитие новых отношений у кого-то тоже может быть. Вы набираете темп по части узнавания друг друга. Для кого-то проиграется и так. Вот по-разному. Третье событие. Вот посмотрите, как точно передает энергетику карта. Так выглядит у нас семерка воздуха или семерка мечей. В обычных колодах называют карта вора или карта великого манипулятора. На всякий случай будьте внимательны к своим. И здесь у вас выпадает карта башня, трансформация, поэтому к своим сумочкам, к своим кошелькам, паролям аккаунтов и электронным системам расчета тоже будьте внимательны. Но все же в этой колоде карт нам показана девочка, которая буквально меч прислонила к себе и вот так вот свернулась калачиком и в одиночестве заснула на скамейке. А сзади стоит мальчик, который, судя по картинке, поступил не очень честно по отношению к девочке. И, судя по всему, они делили яблоки. Он оставил ей 2, а себе забрал 4 или 5. Девочка ушла, а мальчик горько сожалеет о содеянном. Он готов уже вернуть. Но девочка, она даже его не видит. Вот какая-то ситуация, правда, может проиграться либо в личной жизни и с переходом, все-таки это у нас мечи, может быть, вы что-то будете согласовывать через документы, мои дорогие. Или это может быть как известие от вашего бывшего партнера.
Может быть, для кого-то, безусловно, все же мы говорим семерка мечей. Иногда это проходит высокие инстанции, когда вы тоже где-то себе не навредив, должны отправиться либо к чиновникам, либо в налоговую, либо узнать, как в отношении вас работает закон по тому или иному случаю или действию. Но просчитать что-то наперед будет важно. Но и будет важно с кем-то не поссориться с учетом этой карты. Иначе есть причина и следствие по этой карте. Поэтому как мы относимся к кому-то, так могут отнестись и к нам. И если для вас важно, мои дорогие скорпионы, с кем-то примириться, обязательно сделайте это. Не осложните себе жизнь какой-то конфронтацией. Может быть, и обстоятельства так складываются, что худой мир лучше доброй ссоры. Чем дело кончится? У кого-то это вопросы детей, может быть, какая-то прежняя история, которая так вот со знаком минус, но остались дети. Лично я имею в виду историю. Остались дети, и еще вам предстоит решить какие-то вопросы по части денег, может быть, недвижимости, и вот как раз детей, и вы будете тут что-то согласовывать. Но для кого-то из вас все же Паш Пентаклей, когда мы идем учиться, потому что какая-то прежняя, может быть, история по работе, ведь это тоже могут нам карты об этом говорить. Вы окончательно приходите к выводу, что меня ноги не несут на эту прежнюю работу. Я лучше пойду что-то изучать. Я буду у себя пробовать в другом направлении. Именно потому, что вот как эта девочка, которая, может быть, вам даже звонят буквально с вашего места работы предыдущего, но у вас столько эмоций осталось тяжелых или столько усилий потрачено, вы не хотите даже оборачиваться в ту сторону. Вы идете вперед. В любом случае вы идете вперед. Чем дело кончится? Для вас какое-то новое направление. Чем сердце успокоится? Все расставить по местам нужно. По этой карте мы должны признать ошибки, если мы таковые совершили. И я уже об этом тоже сказала. Для вас будет очень важно, знаете, вот есть какая-то реальность. И неважно, в чем мы там ошиблись, или кто там был в чем прав. Но какая-то конфигурация у вас в июне возникает, мои дорогие скорпионы, и вам нужно организовать как-то жизнь свою по-новому. С учетом ваших планов, ваших намерений. Вам нужно обязательно, может быть, отстроить какой-то новый круг общения, я бы сказала даже так, и будут к этому возможности. А для кого-то из вас необходимо сделать переезд или отправиться в какую-то местность, чтобы согласовывать документы. Давайте мы узнаем совет. Правда, отправляйся куда-то. И это карта марафонского забега, как я называю, когда мы уделяем внимание деталям раз. Когда мы уделяем внимание только тому, что в нашей жизни надежно. Это касается любых ваших связей, будь то дружеских, будь то любовных. Это те люди, на которых мы можем положиться. Это может быть, если мы говорим из разряда новых знакомых, как бы это ни звучало, мои дорогие скорпионы, но это те, которые тоже вам либо могут оказать содействие, и те, которые сами по себе люди достаточно вот значимые. Нет какой-то пустоты, нет пустых обещаний. У кого-то это будут те отношения, которые вы в глубине своей души будете планировать на лет 10-20. И, скорее всего, с учетом ваших особых способностей или открытия каких-то, ну, как каналов связи с космосом, можно и так сказать, все же ваш Плутон и плюс вот эта конфигурация Юпитера в Близнецах, и это все происходит в 8-м доме, вы можете чувствовать, буквально как растет трава, вы можете видеть, что думают люди, вас нелегко обмануть, и вам захочется расставить по местам, как и ваши прежние связи, все же связь с прошлым есть. Как и теперешний момент, и кто вас окружает. И на будущее себя окружить людьми надежными. И по части работы тоже с чем-то определиться. Совершенно неожиданный расклад, мои дорогие. Давайте я достану на колоде ангелов. Я просто чувствую, что это сделать необходимо. Давайте мы достанем карту, зададим вот такой вопрос. Что для вас в приоритете на начало июня? Вот какие энергии, каких нужно придерживаться или какую стратегию для себя, может быть,
избрать. Вот смотрите, нам девушка показана, как устала от какой-то неразберихи. И пятерку жезлов я всегда говорю, это карта информационного хаоса, когда, правда, какая-то неразбериха, какая-то путаница. И вы вынуждены из этой путаницы отстроить какую-то нормальную канву. Вот, может быть, какая-то многозадачность по этой карте проходит. Кстати, по этой карте проходят люди, на которых мы не можем понадеяться. Они утром нам обещают одно, а к вечеру они уже о нас забыли. Или это те люди, которые тоже могут вам сказать, да я могу одно, второе, третье. Но если у этого человека меняется в его жизни что-либо, он никогда вас не поставит на первое место, себя на второе. Или он никогда даже думать не станет, что он кому-то там что-то обещал. Вы можете вот с таким как и информационным хаосом, так и с людьми ненадежными сталкиваться. Поэтому действительно тема надежности от начала до конца по всем сферам жизни – это задача номер один. Чего бы тут ни касалось. Какие бы вам не предлагали перспективы, или какие бы пафосные, красивые речи не говорили, или планы перед вами не рисовали, или с учетом вот аркана, кстати, повешенные, именно в такой конфигурации хочу вам показать. Иногда проходят люди, которые нам начинают рассказывать, знаете, как, к примеру, вот ты займись этим делом, вам могут предложить, а потом тебя ждет, боже, вау, там какой-то успех, или там какая-то прибыль будет сумасшедшая. Не верьте. Это может быть ловушкой, вот буквально. И на первом этапе это невозможно рассмотреть. Но, тем не менее, у вас карта трансформации. И вас, видимо, наделяют высшие силы такими свойствами, качествами, когда, если вы себе зададите вопрос, могу ли я доверять этому человеку, у вас сразу же в вашей душе, в вашем сердце будет ответ. Давайте я достану еще одну карту, и мы спросим, чему отдаем приоритет? Тому, что надежно. Это карта надежных отношений, мои дорогие. Да, это карта прошлого. И, как я уже сказала, какая-то у вас, правда, может быть история, связана с прошлым. Может быть, с вашими родственниками. Либо история любви. Либо вы определяетесь с местом вашего проживания. Либо по части вашего бизнеса, работы. Но, когда выпадает эта карта, может быть еще и связь с тем человеком, которая была годы или месяцы тому назад. Может быть, это была какая-то дружба, а теперь она возобновится. И, может быть, вы совершенно разные. И где-то вы не совпадаете во взглядах на жизнь, но смотрите в одном направлении. И какие-то отношения могут для вас вновь выйти в приоритет именно за счет надежности и искренности. Или вы будете считывать людей и искать те отношения или того человека, на которого вы можете положиться от начала до конца. Только надежность для вас имеет значение. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.